Всем привет, это вторая часть прохождения GTA 3 с годами на войну. В первой части я прошел все миссии Портленда, можете нажать на подсказку и посмотреть первую часть. Скажу сразу, вы разочаруетесь в своем существовании. Сегодня я пройду миссии двух других островов, Стаунтона и Шортсайд-Уэйла. Последним видео, связанным с таким прохождением GTA 3, будет нарезка фейлов и моего бомбежа на смерти и краше игры. В общем, не буду тянуть и перейду к прохождению. В общем, мы переезжаем на второй остров Стоунтон-Айленд, где сначала дает задание Асука. Я не буду говорить, кто это, ведь это я уже сказал в первой части. Вообще, я не понимаю, нахуя вы зашли на это видео, не посмотрев первую часть. Первая миссия Сайонара Сальваторе. Так как мы теперь работаем на Якудзу, нам надо доказать, что мы больше не имеем дела с семьей Леоне. Прямо сейчас похотливый дед посещает свой любимый... И нам надо будет убить его. Все трапы заключаются в том, что надо доехать до Портленда, там найти клуб Луиджи, дождаться пока выйдет крыса и только потом его убить. При этом не попасться на глаза мафиози с дробовиками, иначе мне устроят жесткий пенетрейшн. Второго острова начинаются довольно непростые миссии, то есть я трачу от 3 попыток, чтобы их пройти. А для миссии Дона де Лава я вообще по 40 минут на миссию убивал. Перестаю ныть, занимаю кемперскую позицию на здании напротив клуба. Из-за кодов мафиози и прохожие начинают поливать друг друга из автоматов очередями, и срабатывает скрипт, мол, меня засекли. В этом случае дед начинает быстро бегать, но так как я это предугадал, я взял с собой МК и без проблем его убил. Следующая миссия под контролем. Асука знакомит нас с братом Кенджи, вторым боссом Якудзы. Его миссии я выполнять не буду, так как это просто не обязательно, а время просто так тратить я не хочу. ФБР устроили засаду для снижения уровня преступности в городе. Это мешает Якудзе, и нам поручают убить 3 сквада агентов. Убиваем первый в парке, лутаем второй вместе с грузовиком в уникальном свете, таких в игре больше нет, и убиваем последних челов, которые засели напротив казино Кенджи. Самые лоховские агенты за всю историю игр GTA. Блять! Следующая миссия «Прощай папарацци». Один любопытный чел следит за Якудзой, и нам надо объяснить, что этот человек не прав. Это, наверное, самая легкая миссия в игре с этими кодами. Последняя нужная на данный момент миссия Асуки. Деньги для Рэя. Одному продажному мусору, который сотрудничает с Якудзой, надо передать деньги. Только это все надо делать хитро выебанным способом. Надо подъехать 4 раза с телефоном по всему острову и ответить на них. Получить инфу о новом расположении телефона, и чтобы тебя не разорвал какой-нибудь пидорас из М16 или гранатомета. Да господи, легче научиться сосать самому. Потратив час своего времени, я выработал стратегию для выполнения этой миссии. Смотрите, вот успешная попытка.
Да, наконец-то. Господи. Добравшись до секретного окопа, он сразу же предлагает нам свои миссии. Мы передаем деньги и ненадолго прощаемся со сукой. С ней мы встретимся ближе к концу игры. Первая миссия Рэя — конец стукача. Один челик пытается сдать нашего продажного копа, и Клода просит пойти к его квартире и прикончить его вместе с его охраной. Тут важная деталь, не обязательно взрывать гранаты окно в квартире, можно для лучшего эффекта ракетницы. Ей будет и попасть легче, и ее можно из NPC выбить гораздо чаще, чем гранаты. Ну так я и в реальности умею. Вот я тут после потной миссии в сейф-хаус вроде бы сохраняюсь, игра крашится, я проебываю свое сохранение. Я решил все перепройти обычным путем, и на моменте, докуда я дошел, и в прошлый раз слить все свои деньги до нужного количества путем самоуничтожения, вот. Так я буду делать каждый раз, когда игра крашится, а нужного сохранения нет. Следующая миссия Рэя — рука помощи. Однорукий бывший военный друг Рэя. Военного, как вы догадались, если вы играли в GTA Vice City, зовут Фил Кэссиди. Так вот, однорукий бывший военный открывает свой бизнес по продаже тяжелого оружия, гранатомета, М16, шотганы и всякая прочая хуетень. Его избили колумбийцы и пригрозились отнять все оружие. Да, вот. И нам надо помочь ему противостоять натиску этих картелевцев. Берем любую большую машину и блокируем этот проезд. Если у вас высокий FPS, вы можете затолкать этот бронированный бараки к этому проходу. Эта машина тоже уникальна, она пули непробиваемая. Мы по рукам договариваемся, кто что делает и где что взять, и я с легкостью собираю 4 склада уродов. Этот военный благодарит нас и теперь разрешает нам покупать тут свое оружие. Также он подчеркивает, что потерял руку в Никарагуа. Но все мы знаем, что он пиздобол и как он по-настоящему лишился руки. Hey Phil, how's it going? Hey, Tommy! How you doing? It's been too long. I swear you should lay off that boomshine, man. Smells like paint stripper. It's making my eyes burn. Shh, 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 Tommy. Hey, come over here because there's something I want to show you. Something. Oof, God, should I be able to smell that from way over here? Don't you worry about the Phil, smell, oof. Tommy. You just watch this. Shitty, cheap banners or something. There's some more on the bench. Ta-da! Oh, damn! Последняя нужная миссия Рэя — это уничтожение улик. Известно нам по Liberty City Stories и Vice City, Дональд Лав дал взятку Рэю, чтобы фото, где Лав ест в морге, не попало в суд. Улики перевозят на открытом бобкате, и нам надо аккуратно бить бобкат и поднимать по одной улике. В идеале, чтобы Боб ехал по подземной дороге, где нет уродов, которые задамажат меня и убьют к хуям. Вот, например, бобкат не вывез и слился сам, но мне почему-то это не засчитали. Стой, куда? Блин. Обвинение лишилось улик. Теперь самые сложные миссии в игре. Миссии Дональда Лава. Первая — Спаситель. Колумбийский картель еще в самом начале игры похитил старого азиата. Помните, я сказал, что о нем еще пойдет речь? Так вот, старого азиата украли в целях обменять его на деньги Дональда Лава. Но вот, колумбийцы схитрили и изменили немного условия сделки. Нам поручают любой ценой спасти этого азиата, и тут начинается задница. Я час потратил на эту ебучую миссию, просто посмотрите на мою удачную попытку, а фейлы будут уже в подборке в следующем видео.
Эту миссию просто садист придумал. Тут сначала надо украсть машину у колумбийцев, потом только пробраться на закрытую территорию, потом переубивать всех, открыть все гаражи при двери, чтобы тебя тоже там не убили, и потом еще взять азиата и довести его к Дональду Лаву. Это очень трудно из-за, ну сами понимаете чего. Так, все, концентрация. Пожалуйста, пожалуйста, будьте открыты, я прошу. Отлично. Осталось только реализовать эту машину. Вторая миссия «Конец Факагашира». Дональд решает нагреть руки на натянутых отношениях между картелем и якудзой и решает только подлить масло в огонь. Он предлагает за хорошую плату убить Кенджи, брата Асуки, при помощи колумбийского круизера. Якобы если чела убили из машины картеля, значит картель и виновен. И Клод такой: окей, похуй, что он сотрудничает с якудзой. Тут есть такой спидранерский маневр, позволяющий не рисковать.
так как машины могут просто разнести из дробовика. Подъезжаем на предпоследний этаж и стреляем из ракетницы. У меня не получилось, но ничего, первый блин всегда комом. И тут я вспомнил, что у меня сейчас щит-код на войну, и просто дождался, пока они друг друга сами не переубивают. Уже с района и миссия прошла. Еще одна миссия — груз в океане. Утром один самолет будет сбрасывать став в море, а нам на катере надо его забрать и привезти лаву. Едем в Портленд, садимся в катер и ждем самолет. Когда он скидывает став, мы его подбираем. За каждый пакет плюс 1 звезда розыска. За последний пакет звезды не дали, ибо главный герой вряд ли бы вывез. Выбираясь на берег, беру машину у Асуки, и тут есть такой вот съезд. Надо поехать именно туда, ибо на 5-й звезде приезжает ФБР на черных быстрых курумах, которые таранят, умирают, убивают. Короче, делают все, чтобы вы поскорее пососали жесткий член. В общем, как будто в городе, где я живу. Тут мы доезжаем до Пейнт-спрея, снимаем розыск, и нам лишь остается довести став Дональду. Все просто. Последняя нужная миссия Дональда Лава — это грандиозный аэровор. Оказалось, прошлая миссия была всего лишь приманкой. На самом деле самолет уже давно находится в аэропорту под присмотром властей. А так как Дональд влиятельный человек, он с легкостью откупает самолет от властей, чтобы Клод забрал товар. Когда мы приезжаем в аэропорт, который находится уже на 3-м острове Шортсайд-Вейл, мы понимаем, что охранники мертвы, а тут уже и колумбийцы нас ждут. Мы разбираемся со всеми уродами и понимаем, что став украден, однако тут они оставили свой грузовик Panlantic Construction. Такая же стройка есть на 2-м острове Стаунтон. Отправляемся туда и видим, что тут дохерища охраны, значит товар там. Заходим на вот эту перестройку и собираем тут броню и хпшку, это очень важно. И аккуратно по одному убиваем уродов. Если у вас есть винтовка, то все вообще отлично. Забираем последнюю и поднимаемся на лифте до верхнего этажа, где находится главная шлюха игры и ее ёбарь, хотя я думаю наоборот. Клод, ну же, бери кейс, убей Каталину, ну же, блять, это цель всего твоего пути в игре. Блять, ты тупой! А сука уже здесь, она обвиняет Мигеля в убийстве своего брата Кенжи, не подозревая, кто на самом деле это сделал. И теперь мы отжали стройку у картеля. И Асука теперь даст нам еще пару миссий. Ведь у нас не общая цель — убить Каталину и замочить полностью колумбийский картель. Следующее задание — наживка. Каталина очень боится мести Клода и послала 3 отряда в Шортсайд-Вейл для устранения главного героя. Нам предстоит заманить всех этих уродов в ловушку Хикудзи, где нас будут ждать. Заманиваем всех уродов и заезжаем вот в эту дыру. Или что это? Не подходите близко, можете помочь Якудзе издалека, ибо они вообще не мощные, картель легко может убить и Клода, и всех челов из Якудзы. Со второй попытки мне удается пройти эту миссию, и на данный момент остается всего 3 миссии в игре для прохождения. Предпоследняя миссия в игре — кофе на вынос. Колумбийский картель распространяет спанк, а пленный Мигель рассказывает Асуке, что этот спанк распространяется через специальные ларьки с кофе, разбросанные по всему Либерти-Сити. Эти ларьки придется искать вручную, на карте они не показываются. Но так как я проходил GTA 3 много раз, я знаю, где что находится. В Стаунтоне находится 5 ларьков, в Портленде и Шортсайд-Вейле по 2 ларька. Вот именно так я покупаю кофе. Что-то как слишком просто. С первой попытки просто. Почти финальная миссия. Была ваша, стала наша. Или в оригинале Сэм. Каталина пригласила еще и Марию поиздеваться над бедным Мигелем. Они выяснили, что в аэропорт приезжает самолет со спанком и решают спиздить у картеля всю эту дурь. Конечно же, это заставляет делать главного героя.
Подъезжаем к катеру, плывем до этого, так скажем, берега и высаживаемся. Убиваем 3 колумбийцев и ждем самолет. Когда он будет садиться, выстрелите по пингу в самолет, то есть заранее, чтобы попасть. Аккуратно, самолет взрывается 2 раза, так что есть риск умереть, причем огромный. Забираем пакет и уезжаем на круизере до стройки. Вот знаете, самый главный враг в этой миссии — это ёбаный раздвижной мост, который в самый ненужный момент поднялся, я даже успел затормозить, но какой-то мусор врезался в меня и столкнул меня в воду, где я умер. Кайф. Достойно лайка. Со второй попытки у меня получилось добраться до стройки, но тут все плохо. Каталину и Мигеля убили, Марию украли и требуют выкуп в $500 000. Мне даже как-то жаль Мигеля, ведь он практически ни в чем не виноват был, он просто умер за Клода. Его просто подставили, не он же убил Кенджи. Вот тут важно, миссия обмен, то есть финальная миссия, не запустится, если у вас нет $500 000. Если у вас меньше, можете выполнить пару заданий Рея. Вот, финальная миссия. Клод приходит к особняку, его там шмонают и пропускают. В итоге это была, не поверите, наебка, и нас чуть не валят, но тут... У нас остается лишь пистолет. Можно никого не убивать из особняка, а просто побежать в гараж, взять броню и уехать оттуда. В ту же секунду будет проиграна катсцена с вертолетом, который летит на дамбу. По короткому пути спускаемся туда и убиваем 2 колумбийцев. Затем мы валим остальных, пока не добираемся до катсцены, где Каталина залезает в вертолет. Буквально через несколько секунд Мари умирает. Почему? Потому что чит-код на войну заставляет колумбийца стрелять по Мари, тем самым фейлем миссию. Вот я начал думать, как убить этих уродов. Сначала я хотел найти Додо и долететь на нем за короткое время. Затем я пытался просто максимально быстро подняться, но все это было бесполезно. Она продолжала дохнуть. Пытался сначала убить тех колумбийцев, кто кемперит Марию. Но вот они спавнятся только после начала катсцены. Тогда-то я и вспомнил про лестницу, где сидит один из членов этой банды. Убиваю этого упыря и после катсцены беру рифлу и быстро занимаю кемперскую позицию и ставлю 2 хедшота по 2 уродам. Короче, смотрите сами.
я это сделал. Да. Ну давай, иди сюда, дочь шалавы. Residents in Cedar Grove have been coming to terms with the emotional aftermath of a full-blown war that hit the area yesterday. Local resident Clive Denver Да, игра крашнулась, но увидели, я прошел, и я сделал это. Какие выводы можно сделать? Первое, я долбоеб. Второе, я просто гений этой игры. Третье, я доказал, что прохождение игры таким извращенным путем возможно. На все прохождение ушло примерно 8 часов, если считать еще и записи, где я возвращал сохранение, то есть перепроходил. Все, следующее видео это подборка смертей и крашей. Все, я пошел в душ, 5 дней, блядь, не мылся, пока эту хуйню записывал и монтировал. Еще увидимся. circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. My hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50.